Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, родом из нашего счастливого детства. Любимые многими пирожные персики. Я их лично просто обожала. Они получаются такие красивые и выглядят действительно как настоящие, как будто их только что сорвали с дерева, с такой бархатной кожицей. Их так и хочется съесть. А готовятся они быстро, очень просто, из самых доступных ингредиентов и без красителей. Обязательно их приготовьте для своих родных и близких, для детей и вместе с детьми. Я думаю, им это будет очень интересно. Для приготовления теста мне понадобится в миску выкладываю мягкое сливочное масло, всыпаю сахар, добавляю соль и экстракт ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Взбиваю миксером в пышную светлую массу примерно в течение 4-5 минут. По одному добавляю яйца и хорошо перемешиваю. Добавляю сметану. Для рецепта я использую жирную сметану 25%. Можно использовать сметану любой жирности. Также хорошо перемешиваю. Полученную массу просеиваю муку. Сначала примерно половину и добавляю разрыхлитель для теста. Замешиваю все лопаткой. Слишком долго вымешивать это тесто не надо, иначе оно затянется и будет потом плотным, жестким и невкусным. Муку добавляем постепенно. Ее может понадобиться больше или меньше, в зависимости от того, какие вы используете яйца, сметану и другие ингредиенты. Сейчас тесто у меня еще достаточно мягкое, липкое. Добавляю всю оставшуюся муку. Посмотрите, какое тесто у меня получилось. Оно нежное, мягкое, но оно достаточно неплохо держит форму. Если вы чувствуете, что вы не можете собрать тесто вот в такой шарик, который не прилипает к рукам, тогда добавьте еще немного муки. Тесто немного подбираю, закрываю пленкой и отправлю его в холодильник минут на 15. Из отдохнувшего теста формую шарики величиной примерно с грецкий орех. Конечно, размер выбирайте сами, какой вам больше нравится. Хорошо подкатала в шарик и немного прижала. Заготовку перекладываю на подготовленный противень. Я его застелила силиконовым ковриком. Можно также использовать и пергаментную бумагу. Выкладываю заготовки на расстоянии друг от друга, чтобы печенье не соединилось во время выпечки, так как оно довольно сильно увеличивается в объеме. Если кому-то интересно, вес вот такой заготовки получается примерно 33-34 грамма. Первую партию заготовок я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Здесь очень важно не пересушить печенье в духовке, чтобы оно оставалось нежным и мягким. Оно не должно слишком сильно подрумяниться. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Первая партия печенья у меня уже испеклась. Посмотрите, какое оно получилось красивое. Сверху оно остается светлое, снизу слегка подрумянилось. Я специально его оставляю светлым, чтобы оно было очень нежное и мягкое внутри. Сверху есть вот такие трещинки, так и должно быть. Это специфика выпечки этого теста. Я перекладываю все на решетку и оставляю буквально на несколько минут остывать. И, конечно, сразу отправляю выпекаться следующую партию печенья. У слегка остывшего печенья я буду вырезать серединку, для того, чтобы наполнить ее потом начинкой. Я буду вырезать обычной насадкой для крема. Пока печенье теплое, сделать это очень просто. Когда печенье остынет, оно больше затвердеет. Поэтому делаем это, пока печенье еще не застыло. Если вам удобно, вы можете это делать просто ложечкой или ножом. Тесто здесь получается такое нежное, очень вкусное. Конечно, можно попробовать, но все не съедаем, так как это тесто понадобится для того, чтобы добавить его в начинку.
Когда вырезаю серединки из заготовок, я стараюсь сразу же подобрать пару, чтобы получились вот такие одинаковые половинки по размеру, чтобы потом, когда соединить, получился вот такой персик. Всего из этого количества теста получится примерно 30 вот таких заготовок, то есть всего будет 15 персиков. Для приготовления начинки мне понадобится перекладываю в миску мягкое сливочное масло комнатной температуры. Добавляю отварную сгущенку. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и 1 чайную ложку лимонного сока. Хорошо все перемешиваю венчиком. При желании, конечно, можно это взбить и миксером, но венчиком прекрасно тоже все перемешивается. И теперь в этот крем я добавляю вот этот мякиш, который я достала из печенья. Я его в руках просто вот так вот крошу. Перемешиваю. Если понадобится, чтобы консистенция была более плотная, добавлю еще крошки. Я добавлю всю крошку. Хорошо все перемешиваю. Получилась вот такая очень вкусная, нежная начинка. И также вовнутрь каждого персика я буду добавлять орехи. Орехи можно использовать любые, грецкие, лесные. У меня орехи макадамия. Они очень вкусные. Так как у меня 15 персиков, понадобится 15 орехов. И теперь осталось заготовки наполнить этой вкуснейшей начинкой. Выкладываю начинку, в одну половинку вставляю орешек и соединяю. Если где-то будет вылазить начинка по краям, ее можно просто собрать ложкой. И таким образом формирую все персики. Все заготовки персиков перекладываю на тарелку. И сейчас я отправлю их в холодильник, чтобы начинка немного застыла. Примерно минут на 10-15. И можно сказать, что это уже не печенье, а настоящие пирожные. Сейчас быстро приготовлю натуральные красители для пирожных. Здесь у меня свежезамороженная вишня. Я уже ее немного разморозила, выложила в сотейник. Добавляю немного воды и неполную столовую ложку сахара. Доведу все до кипения и проварю буквально пару минут. И получится такой натуральный, яркий, красивый цвет из вишни. Процеживаю все через сито. Получился вот такой красивый, насыщенный краситель красного цвета. А краситель желтого цвета я делаю из моркови. Просто натерла морковь на терке и отжимаю сок через марлю. Итак, пирожные я буду окрашивать в желтый цвет морковным соком и в красный цвет вишневым соком. Также сразу я подготовила тарелку с сахаром и тарелку с бумажными полотенцами. Начинаю декорировать пирожные. Сначала опускаю в красный вишневый сок одним бочком и дальше опускаю в морковный сок и выкладываю на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Когда сок немного стек, перекладываю пирожное в сахар и хорошо обваливаю со всех сторон. Снова выкладываю на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы пирожное подсыхало. И так проделываю со всеми. Получаются такие настоящие бархатистые персики. Я задекорировала все пирожные. Посмотрите, они получились как настоящие персики. Такие бархатные, очень красивые. Сейчас я их буквально минут на 10 отправлю в холодильник. И можно подавать все к столу. Пирожное такое нежное. Это пирожное просто тает во рту. Такое нежное, влажное, песочное тесто, пропитанное начинкой со сгущенкой, внутри орешек. И вы знаете, очень вкусная сверху вот эта сахарная посыпка. Для красного красителя я использовала вишневый сок. Он придает такой замечательный вкус этим пирожным. Друзья, я всем рекомендую. Приготовьте и попробуйте. Вспомните ваше детство. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!